Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. В этом выпуске расскажу про талантливого и гениального соотечественника Димаша Кудайбергена, Эрика Курмангалиева. Перед началом выпуска хочу поблагодарить наших друзей, благодаря которым я впервые познакомился с этим талантливым артистом. Когда я готовил этот выпуск, то был поражен голосом Эрика. Оказывается, чудеса на казахской земле начали происходить задолго до появления Димаша Кудайбергена. Смотрим. Курмангалиев Эрик Самойлович – певец оперы, а также актер. Родился в 1959 году, 2 января в Казахской Советской Социалистической Республике. Он является самым первым контратенором в СССР. Справка. Контратенор – самый высокий из мужских оперных голосов. Будущий певец появился на свет в городе Кульсары в Гурьевской области. Семья молодого человека была довольно успешной, ведь его отец работал хирургом, а мать – педиатром в одной из местных больниц. Эрик Курмангалиев с раннего детства начал увлекаться музыкой, и по голосу было слышно, что он имеет определенные способности. Как позже вспоминал сам певец, в детстве он любил петь песни Людмилы Зыкиной, пытаясь повторить ее голос. В 20 лет ребенок начал тяготеть к классической музыке. Первые выступления на сцене были еще в школьном драматическом кружке. Там Эрик исполнял самые разные роли и потихоньку привыкал к сцене. В возрасте 17 лет он заканчивает школу и принимает решение стать студентом консерватории. Учебное заведение находилось в столице Казахстана. Потому молодой человек вынужден был оставить родной дом. Учитывая нестандартный тембр голоса, Эрик Курмангалиев легко поступил в консерваторию и там начал делать первые шаги в качестве певца оперы. Учеба в консерватории так и не была окончена. Певец принимает решение, что для полной реализации своего таланта необходимо ехать в Москву. Эрик отправляется в столицу СССР. Изначально молодой певец хотел поступить в консерваторию имени Чайковского, но сделать это не получилось. Он решает еще раз испытать судьбу и пробует поступить в Гнесинку. На этот раз Курмангалиеву сопутствует удача, и он становится студентом музыкально-педагогического института. Правда, долго проучиться ему не удалось. Из-за несданных экзаменов обладатель уникального голоса был отчислен. После исключения молодой человек был призван в армию. Отдав долг родине, уже взрослый Курмангалиев решает восстановиться в Гнесинке и продолжает обучение. С этого момента, как считает сам певец, началась его профессиональная карьера. В 1980 году, когда Эрик Курмангалиев учился на втором курсе Гнесинки, он впервые выступил на большой сцене. Местом выступления стала Ленинградская филармония Шостаковича. Удача улыбнулась певцу еще раз в этом году. Его голос услышит легендарный Альфред Шнитке и будет поражен тем, насколько он талантлив. Именно с того года Курмангалиев и великий музыкальный деятель Шнитке начали работать вместе. В 1982 году казахстанский исполнитель станет первым, кто споет партию контртенора во второй симфонии. В 1985-м учеба в вузе закончилась, и молодой человек получил диплом об окончании института. После того, как Курмангалиев стал настоящим оперным певцом, он практически все время находился на гастролях. Он является одним из самых востребованных певцов в Советском Союзе, а впоследствии в России и на всем постсоветском пространстве. Певец выступал на самых больших и знаменитых мировых сценах, заставил влюбиться в свой голос миллионы ценителей классической музыки. Эрик Салимович настолько был предан любимому делу, что часто пренебрегал плохим самочувствием. К сожалению, невнимательное отношение к своему здоровью напомнит о себе через много лет. Благодаря уникальному тембру голоса казахский оперный певец в 1993 году занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Курмангалиев выступал с такими великими дирижерами, как Рождественский, Мансуров, Китаенко и многими другими. В России оперный певец получил общественное признание после сыгранной в 1992 году роли Сонг Лилинга в спектакле «Баттерфляй». Когда он начинал петь, люди не верили, что мужчина может обладать столь высоким голосом. В этом же году певец получил награду как лучший актер года. Он встретил женщину своей мечты. Как он мог усомниться в том, что она женщина? Кроме того, я азиат, а значит, не вполне мужчина. Ваша теория высосана из пальца. Да? Да. Почему же тогда имеет дело с Востоком? Запад всегда остается в дураках. Это было потрясающе, учитывая, что это одна из первых его ролей. Впереди будет еще невероятно много выступлений на самых известных мировых сценах. Самым запоминающимся станет выступление в Париже, куда Курмангалиев прилетел по личному приглашению Кардена. Самыми популярными произведениями в репертуаре певца являются партии из опера Генделя, Россини и Перселла. Очень рано ушел из жизни Эрик Курмангалиев. Причина смерти – серьезное заболевание, не дававшее ему покоя много лет. Как упоминалось выше, Курмангалиев на первое место всегда ставил музыку, а о своем здоровье часто забывал, и в возрасте 48 лет великого певца не стало. Произошло трагическое событие в середине ноября 2007 года. Сегодня его имя для молодых певцов является символом того, что простой человек может добиться любых высот. Пусть осталось не так много вещей, которые напоминают о легендарном певце, но его голос будет еще долгие годы жить в сердцах истинных поклонников классической музыки. Ну что тут скажешь, богата казахская земля уникальными голосами. Особенно примечательно, что Эрик всецело был поглощен музыкой, и кроме искусства его мало что по-настоящему зажигало. Как я вот чувствую музыку, я чувствую, что она меня очень трогает, и что я ее переживаю. Именно вот путем исполнения, исполняя эту музыку, я могу как-то высказать свои переживания внутренние. Я вижу, что Димаш Кудайберген также трепетно и аккуратно относится к своему ремеслу, как когда-то относился к нему Эрик Курмангалиев. Для обоих артистов голос является уникальным средством самовыражения и возможность сказать людям то, что невозможно передать словами. И пусть Эрика уже нет на свете, его голос продолжает звучать сквозь время, волнуя душу и заставляя трепетать сердца.